Всем привет! Сегодня я хотела поделиться своим опытом при обмене валюты на Филиппинах, с чем я удивлена, столкнулась. Начну с того, что здесь на Филиппинах валюта в денежных единицах песо называется. Есть по-обычному, по-белорусскому, если сказать, копейки. Здесь называется сентимо. Сентимо. Так вот, есть сентимо 5 сентимо, 5 сентимо, 25 сентимо. Также на Филиппинах могут встречаться копейки старого и нового образца. Поэтому всегда здесь, всегда понятно, что это филиппинские монеты, филиппинские деньги, так как они обозначены, надпись есть написано, что это сентимо, 25 сентимо. Так, Републикан Филиппинес 2019 года. И, конечно, есть узоры, орнаменты. Это 25, а вот это старого образца. Я не знаю, мне немного встречаются старого образца монеты, но они встречаются. Бывает, вот мне встречается 25 сентимо старого образца, 5 песо. 5 песо встречалось тоже, и 10 песо, 20 песо тоже встречались старого образца. Это более новые образцы, это 5 песо. Очень вообще удобно. Вот это 1 песо, это старого образца, 2017 год. Очень удобно пользоваться вообще монетами, потому что все они подписаны. Очень хорошо виден принт и достаточно удобно. Денежные номиналы есть. 1000 песо. Начну с самых крупных. 1000 песо. Очень красивый рисунок на обратной стороне. Ракушка. Дальше у нас идет 500 песо. Попугай нарисован. 200 песо. Очень красивая купюра зеленого цвета. Здесь такая нарисована маленькая обезьянка. И замечательно, очень красивое место на Филиппинах. Я еще там не была. Это место обязательно в моих планах. Я хочу посетить это место. Это Бохол. И называются эти горы шоколадные холмы. Это маленькая обезьянка. Торшер. В общем, красивая купюра. 200 песо, но очень красиво. Это 100 песо. Вулкан. Вулкан, море и кит. Кит, либо же вот такая огромная рыба нарисована. И еще есть 50 песо. Эта купюра также яркая. И как вы видите, все эти купюры, они все яркие, их легко вообще запомнить. Вот. И самое интересное то, что здесь купюры, они не бумажные, они достаточно прочные. Я думаю, что используется в купюрах мономерный пластик, потому что деньги, например, вот 1000 песо вообще прям очень прочная. И если ее, например, сложить, то она вот вообще очень легко складывается. И достаточно прочная. Если вдруг, например, дождь, то страшного ничего вообще нету. И эти купюры
по меньшему номиналу тоже достаточно прочные. Они не бумажные, которые быстро порвутся. Вообще я пока во время пользования деньгами не видела денег, которые чуть-чуть надорваны здесь были. Вообще ни одной купюры я не видела. Я знаю, что, например, иногда бывает, что вот в Беларуси, когда я пользовалась деньгами, я замечала, что они немного были надорваны где-то, либо отрезан кусочек был. И до 50%, например, если 50% порвано, либо еще что-то, то ими еще можно было оплачивать, либо сходить в банк, либо разрисовано, можно было поменять. Вот, то здесь я такого не вижу, чтобы они были порваны, все всегда целые купюры. И несмотря на то, что обращение идет деньгами достаточно очень большом кругу, да, тем более и на рынке пользуются, и бывают такие грязные места, да, где люди используют, но они очень прочные. С кем я вообще встретилась, столкнулась, что здесь, например, российскую валюту нельзя поменять в обменниках. У меня была российская валюта, так как мы ехали через Россию и оплачивали за кота в аэропорту российской валютой. И то, что у меня осталась российская валюта, а я ее не могу нигде поменять, ни в каком банке не принимают. Поэтому это остался у меня как сувенир, не совсем много там. Вот. Еще самое выгодно брать денежную единицу — это доллары. Самое выгодное, так как, например, если есть евро, то доллар, например, лучше, чем евро. Но если все-таки уже есть евро, то не надо менять на доллары, потому что очень большая будет конвертация и уже невыгодно. Еще я удивилась тому, что, например, в банках здесь, если ты меняешь валюту маленьким номиналом, например, по одному, 5, 10, 20 долларов, то у тебя будут высчитывать комиссию. То есть ты будешь сдавать, именно если есть и крупная, например, 100 долларов, то крупная считается по другому курсу, а мелкая купюра считается по другому курсу, поменьше. Но не совсем выгодно, например. Я вот очень удивилась, когда узнала об этом. Думаю, как это так? Все-таки валюта одна, неважно, что номиналы. Но если сдаете, например, большую сумму денег, то на песо конвертируете, то получается достаточно такие тоже денежки, которые вы теряете при этом. Вот. А если была крупная купюра, то вы ничего не потеряли. Вот. И я удивилась, когда узнала, что такое есть в банках. И всегда в каких-то моментах постоянно что-то узнаешь, когда работаешь с этим, сталкиваешься. Ну, на Филиппинах деньги достаточно такие яркие, красивые денежки. Все номиналы в моей руке, как веер напоминает. И вообще, когда вот в обменнику вам дают деньги, всегда в обменниках, кстати, выдают по 1000 песо. И это вообще неудобно. Всегда большой купюрой выдают песо. Это неудобно из-за того, что ты потом идешь в магазин. Хорошо, если в магазин большой, да. А если в какой-то местный, то тебе потом не могут дать сдачу. Я даже помню, недавно как-то пошла даже в кафе, и там не могли дать сдачу, поэтому всегда удобно мелкую купюру иметь. Поэтому нужно просить, чтобы дали чуть помельче. Ну,
Бывают такие моменты, когда идут на уступки, и они дают поменьше, но в основном всегда банки дают крупную купюру. Для меня это вообще очень интересно узнать денежную систему на Филиппинах, так как на Беларуси я постоянно работала с деньгами, а здесь, когда я приехала, я изучила все, посмотрела, и сейчас у меня вообще никаких сложностей нет при оплате, например, при расчете. Это очень удобно, когда изначально все изучаешь, а потом ты можешь поделиться с другими.